Девочки, прошу прощения, сегодня я опять не буду снимать продолжение блузки. Я стараюсь говорить тихо, потому что за дверью работает мой муж, работает на удаленке. У нас все еще пурга, у нас все еще метет. Это просто какой-то кошмар, там просто, ну, хотя люди ходят, машины ездят, правда, застревают, вон они сейчас вот стоят, подснежники. Застревают и бросают машины, и, не знаю, может быть, сидят, кто-то сидит в машине, может быть, греется, может быть, убегают домой, но это просто кошмар. В общем, метет, у нас еще идет снег, просто продолжает идти снег, метет, уже намело. Мы уже с собакой далеко не выходим гулять. Один раз в день мы идем далеко гулять, но чтобы сходить в туалет по-нормальному. А так, чтобы вот по-быстренькому пописить и проветриться, мы идем буквально вот на крыльцо, можно сказать. Чуть-чуть вот он пробегает, писает и домой. То есть вот так вот. Мы даже уже не пытаемся. Я вот один раз выхожу, мы идем, стараемся по таким тропинкам ходить, по таким дорожкам, где мало замело. Кстати, есть такие места, видимо, есть такие глухие, как мой муж говорит, места, где не задувает снег. Вот он как-то пролетает мимо, и там даже машины, вот ряд машин, они вот как будто прям вот на асфальте стоят, прям чистенькие. Вот. Им, конечно, повезло, с одной стороны, им не откапываться, но с другой стороны, выехать все равно они не могут. Так что вот так вот. Пока у нас погода вот такая. Вот я сейчас видела, не знаю, видно, вот увидите, да, наверное, вот так вот. Проезжают машины, чистят дороги, ходят люди по дорогам. Вот они, подснежники стоят уже. Ну, очень надеюсь, что к понедельнику все это закончится. Ну, тогда уже до понедельника, а в понедельник я уже продолжу блузочку свою. Ну, и что касается блузочки, не торопитесь ее выкраивать. По моему второму видео, пока не торопитесь выкраивать, вы можете пока придержать вот эти лекала, которые мы с вами смоделировали, да, но выкраивать, то есть вырезать из ткани пока не советую, потому что если вдруг вам не захочется делать то, что буду делать я, мне нужно будет, как сказать, спасти ситуацию, да, я буду делать капельку, но капелька будет особенная, незаметная. То есть я ее сделаю максимально незаметной. Вот если вы не захотите, то вам придется, то есть вам нужно будет, не придется, а нужно будет, как нужно это вообще в принципе было сделать раньше по выкройке, нужно будет сделать шов по спинке. Вот. Ну, так как я уже выкроила и у меня шва по спинке не получится, если я сделаю шов по спинке, у меня просто заберется лишняя прибавка, а у меня и так она минимальная, можно сказать, потому что по фото блузка очень свободная, она прям такая свободная. Девочка моя попросила умеренную свободу, поэтому я сделала небольшую свободу. Вот. И если я сделаю шов по спинке, я уберу просто, как бы можно сказать, последнюю свободу, которая придает блузке такую легкую пышность. Вот, поэтому нет, я не буду делать шов, но мне придется сделать каплю, разрез по спинке, для того, чтобы пришить правильно вот этот вот бант или шарф по горловине. Вот. Так что я думаю, что до понедельника, в понедельник я уже надеюсь, что все почистят, все, метель закончится и все почистят, и все будут работать, в том числе и мой муж пойдет на работу, и я буду работать тут уже спокойно. Потому что люблю громко разговаривать, а я мешаю мужу. То есть он работает, он там у него и конференц-связь, то есть он по видеосвязи общается, а я тут буду кричать, работать, ну так не пойдет. Вот, поэтому не получится. Сегодня опять, завтра, послезавтра выходные я не работаю. Поэтому я думаю, что до понедельника. В понедельник я уверена уже, что я закончу. И, возможно, уже в понедельник вечером или во вторник я уже выложу последнее, вот это вот третье видео по сборке этой блузочки. Ну и приступим к чему-то еще другому. Но думаю пока. У меня еще в планах, то есть как бы я тогда же, когда запланировала этот комплект, эта юбка
юбка в стиле Шанель, майка, топ-майка и вот эта блузка. Я запланировала тогда же костюм, белый костюм брючный. Но я еще жду подкладочную ткань. То есть я не думала, что он настолько просвечивается, поэтому подкладку сразу как-то вот пропустила мимо ушей. Почему-то, потому что почему я так сделала, я даже не знаю, потому что я точно знаю, всегда знала, что белая ткань требует подкладки, особенно если это вот, ну, такие вещи, которые, например, брючки, да, ну, без подкладки никак. Жакетик тоже, я считаю, что такой тоненький жакетик, он должен быть на подкладке. Вот, поэтому я жду подкладочку, и только после того, как она придет, уже буду начинать работать с этим костюмом. Буду ли я полностью снимать видео по созданию этого костюма, я еще не решила, кстати. Я еще не решила, потому что я еще сама не знаю, как это все будет. Не знаю, я еще как бы даже не придумала, какой это будет костюм, какие это будут брюки. Я знаю, что это будет прямого силуэта все, без талиевых выточек точно. С нагрудными я пока не решила. В общем, я еще даже не имею представления, какой это будет костюм. То есть я его представляю, но не детально. Вот, поэтому я думаю, что когда я буду его создавать, в процессе создания у меня будет все-таки что-то всплывать, что-то где-то меняться. Поэтому, ну, в общем, я не знаю, это, скорее всего, не буду мастер-класс записывать. Возможно, потом, когда уже этот костюм будет создан, я покажу моделирование, как я его все-таки в итоге смоделировала. Вот, чтобы не путать вас, потому что я могу, допустим, сделать одно, в процессе работы что-то поменять. Ну, у меня бывает такое, импровизация. Что-то поменяла, что-то добавила, что-то убрала. И в итоге, когда уже будет готов костюм, я могу снять моделирование конкретное уже. То есть вот как оно должно быть, итоговое, да, итоговый результат. Вот, поэтому я думаю, мастер-класс я снимать не буду.